Всем привет! Это 10-й урок курса «Основы программирования на языке C# и платформе .NET». На данном уроке мы с вами разберем преобразование числовых типов, а также посмотрим, что же такое переполнение. Итак, поехали. Для начала давайте рассмотрим вот такой код. Здесь в первой строке я объявляю переменную s типа short, а на следующей строке я присваиваю переменную s переменной I типа int. Да, в данном уроке я буду по большей части использовать однобуквенные имена переменных, так как они служат всего лишь для демонстрации преобразования типов и не несут никакой смысловой нагрузки. Как видим, наш код компилируется. То есть из этого можно сделать вывод, что мы можем присвоить переменной int переменную типа short без всяких проблем. Это так называемое неявное преобразование, которое для нас делает компилятор. Внимательный слушатель может возразить, что я и сам на первом уроке говорил, что C# язык строго типизированный и никаких неявных преобразований типов он не делает. Да, тут все верно, но я также там делал оговорку, что он это не делает, когда это небезопасно. А что значит небезопасно? Это значит, что при преобразовании можно потерять точность или и вовсе получить ошибку. Давайте теперь посмотрим на еще один пример. Теперь попробуем присвоить нашу переменную s переменной b, которая имеет тип byte. И смотрите, теперь наша программа уже не компилируется, и мы получили ошибку cannot implicitly convert type short to byte. То есть компилятор нам говорит, что он не может преобразовать тип short в byte. Это как раз потому, что это небезопасно. А почему это небезопасно? Потому что диапазон типа short шире диапазона типа byte, а значит мы можем потерять точность. И фактически мы ее здесь и потеряем, потому что наша переменная содержит число 300, а максимальное число, которое может содержать тип byte, это 255. В первом же случае это было безопасно, так как диапазон типа int шире диапазона типа short. А значит, при таком присваивании никаких потерь точности или ошибок возникнуть не может. Поэтому компилятор делает это явно. В данном же случае, если мы все-таки хотим, чтобы присваивание сработало, нам нужно указать компилятору это явно. Как же мы можем это сделать? На самом деле очень легко. Мы можем просто явно привести переменную s к типу byte. Просто в скобках перед именем переменной дописываем byte. Это как раз и есть явное преобразование типа, которое мы уже видели на прошлом уроке. Теперь наш компилятор не ругается. Но вы спросите, а что же произойдет, если мы присвоим типу byte число вне диапазона, в нашем случае число 300? Давайте попробуем запустить и посмотрим, что выведется в консоль. Я это раскомментирую. Запускаем. И в консоли мы видим число 44, совсем не похоже на 300. Это как раз и есть потеря точности. По факту произошло переполнение. Про переполнение мы с вами подробнее поговорим чуть позже на этом уроке, и вы поймете, откуда взялось это число. Как можно определить, когда преобразование возможно не явно, а когда следует делать это явно? Во-первых, вам всегда подскажет компилятор. А во-вторых, правила довольно просты. Как я уже сказал выше, если тип, к которому происходит преобразование, шире присваиваемого типа, то такое преобразование называется расширяющим. Оно безопасно и происходит неявно. Давайте раскомментируем следующий пример. Здесь я объявляю переменную типа uShort, а на следующей строке присваиваю эту переменную переменной типа int. Так как тип uShort полностью покрывается диапазоном типа int, такое преобразование безопасно и происходит неявно. При этом обратное уже неверно. Если мы раскомментируем вот эту строку, то увидим, что она не компилируется. Преобразование типа int в short или uShort – это уже сужающее преобразование, так как диапазон типа, к которому происходит преобразование, уже диапазона исходного типа. Такое преобразование небезопасно, и нам придется уже сделать это явно. Просто дописываем перед именем переменной uShort, и теперь все компилируется. Такие преобразования происходят и между типами с плавающей точкой. Давайте я раскомментирую следующий пример. Здесь мы видим, что преобразование типа float в тип double происходит неявно, потому что тип double шире типа float. При этом обратное уже неверно, и нам придется написать приведение типа явно. При этом decimal тут стоит особняком, и числа с плавающей точкой, такие как float и double, к нему всегда придется приводить явно. Смотрите, если я сейчас уберу вот это преобразование, то мы получим ошибку компиляции cannot implicitly convert type float to decimal. В отличие, кстати, от целых чисел, вы можете присвоить сочисленную переменную любого типа типу decimal без всякого преобразования. Вот, мы можем видеть это вот на этом примере, где мы присваиваем переменную типа uShort типа decimal. Почему так? Как я уже говорил на одном из прошлых уроков, тип decimal на самом деле гораздо ближе к целочисленным типам, чем к типам с плавающей точкой. Более того, такие преобразования возможны и между целыми типами и типами с плавающей точкой. Например, тип float полностью покрывает диапазон типа int, а значит мы можем легко присвоить переменной типа float переменную типа int. Как видите, все работает без явного преобразования типов.
На самом деле здесь есть небольшой нюанс, и я коснусь его чуть подробнее при разборе домашнего задания. Если же мы хотим привести число с плавающей точкой к целому типу, то дробная часть будет отброшена. Так как это ведет к потере точности, то для такой операции всегда нужно явное преобразование. Я также оставлю ссылку на документацию, где приведена таблица со всеми возможными неявными преобразованиями. Давайте теперь посмотрим на еще одну особенность. Разберем вот такой код. Здесь я объявляю переменную типа byte car_speed, то есть скорость автомобиля, и она равна 60. На следующей строке я объявляю еще одну переменную типа byte, это уже скорость мотоцикла, и она вычисляется как скорость автомобиля плюс 40. И смотрите, наш код не компилируется. Но почему? Результат у нас будет 100, а 100 вполне помещается в переменную типа byte. В чем же проблема? Давайте посмотрим, что нам говорит компилятор. А он нам опять говорит, что не может преобразовать тип int в тип byte. Ну, откуда вообще взялся тип int здесь? У нас обе переменные были типа byte. На самом деле это прописано в спецификации языка C#. При выполнении арифметических операций над целыми числами все операнды подтягиваются до типа int или до типа long, если хотя бы одному операнду не хватает типа int. Ну и результат будет int или, соответственно, long. То есть наша переменная car_speed во второй строке подтянется до типа int, а 40 это целочисленный литерал, который, как мы знаем из прошлого урока, по умолчанию интерпретируется C# как int. Поэтому при сложении двух объектов типа int у нас в результате тоже получится int. А как мы только что выяснили, мы не можем присвоить тип int типу byte без явного приведения типа. При этом нам нужно преобразовать все выражение. То есть если я напишу byte только перед car_speed, то это работать не будет, потому что таким образом мы преобразуем к типу byte только нашу переменную car_speed. Но как мы только что выяснили, этого недостаточно. Чтобы преобразовать все выражение, мне нужно обернуть его в скобки. И вот теперь у нас все компилируется, и наша переменная byte_speed примет значение 100. Но посмотрите, какой громоздкий получился код. По этим причинам типы byte, short, а также беззнаковые типы uShort, uint и другие на практике используются нечасто. Вам придется делать вот такие преобразования при каждой арифметической операции. Даже если вы производите какую-то арифметическую операцию с той же самой переменной, то вам все равно понадобится явное преобразование. Вот смотрите, мы получили ту же самую ошибку компилятора, и чтобы она исчезла, мне придется дописать явное преобразование вот таким образом. Кстати, данного кастинга все-таки можно избежать, если использовать так называемое составное присваивание, которое мы проходили на прошлом уроке. То есть я могу написать то же самое вот таким образом. car_speed минус равно 20. И в данном случае все будет работать и без приведения типа. Вот такая особенность языка C#. Но в любом случае это очень неудобно и снижает читаемость кода. Также из-за того, что беззнаковые типы не CLS совместимы, они не используются в базовой библиотеке классов, а также в большинстве библиотек на ресурсе NuGet, чтобы эту библиотеку могли использовать любые .NET языки. Это значит, что если вы даже точно знаете, что число не может быть отрицательным, и в своем коде решили использовать беззнаковый тип, а базовая библиотека возвращает вам знаковый тип, вам придется делать вот такие явные преобразования. Я даже подготовил вот такой пример, чтобы вам это продемонстрировать. Строка имеет свойство length, которое содержит ее длину, то есть количество символов, из которого она состоит. И очевидно, что длина строки не может быть отрицательной, и в худшем случае она будет равна нулю. Но тем не менее, для данного свойства в BCL используется тип int, а не uint. И в первой строке мы пытаемся считать эту длину в тип uint, и, как видим, получаем ошибку компиляции. Почему? Потому что если мы наведем на свойство length, то увидим, что оно имеет тип int. И для того, чтобы это сработало, нам нужно указать явное приведение типа вот таким образом. Да, теперь все работает, но это очень громоздко и неудобно, и поэтому так никто не делает. И все просто используют тип int, как у нас сделано во второй строке. И тут все уже работает без явного приведения типа. Для типов с плавающей точкой применяются похожие, но чуть отличающиеся правила. Их не обязательно помнить наизусть, потому что все равно компилятор либо сделает все за вас, либо подскажет вам, когда нужно явное преобразование. Я их просто тут кратко опишу. Если оба операнда совпадают, например, оба float, оба double или оба decimal, то тут все просто, никаких приведений не нужно, а результат будет иметь соответствующий тип. Если один операнд double, а второй float или любого целочисленного типа, то второй также подтянется до double, и результат будет double. Если один операнд float, а второй какой-либо целочисленный, то второй также подтянется до float, и результат будет, соответственно, float. Если у вас хотя бы один операнд decimal, а второй float или double, то вам придется явно привести операнд к decimal, и результат будет также, соответственно, decimal.
Из всего вышесказанного следует отметить, что самые распространенные целочисленные типы это int, а когда его не хватает, это long. Иногда еще используют byte, но чаще всего в составе массива. Остальные типы по вышеописанным причинам на практике не очень удобны и используются реже. Что касается типов с плавающей точкой, то float используется не очень часто из-за его низкой точности. В основном используется либо double, либо, если нужно хранить деньги, decimal. Теперь давайте разберем подробнее, что же все-таки такое переполнение. Вы уже помните, что в самом начале урока мы присвоили переменной типа byte переменную типа short, которая содержала число 300. И в переменной типа byte у нас в итоге оказалось число 44. Вот такая занимательная арифметика. Откуда же все-таки взялось число 44? Для этого давайте посмотрим, чему же равно число 300 в двоичной системе счисления. Идем в калькулятор, режим программа, и здесь я просто ввожу 300. И вот внизу мы видим, чему это равно в двоичной системе. Давайте я это скопирую вот сюда. Да, калькулятор нам выдал всего 12 бит, но мы помним, что тип short у нас содержит 16 бит, и старшие биты просто будут нулями. И давайте я даже для наглядности их сюда допишу. То есть вот так выглядит число 300 в двоичной системе числения в типе short. Но как мы помним, тип байт у нас содержит всего 8 бит. То есть вот эти старшие биты, их просто некуда записать, и они будут отброшены. И у нас останутся только вот эти младшие биты. То есть это число в типе байт будет выглядеть вот так. И давайте пойдем опять в калькулятор и посмотрим, чему же равно вот это число в десятичной системе счисления. Иду сюда, вставляю. И вот оно, наше число 44. То есть никакой магии на самом деле нет. Что еще можно сказать про переполнение? Ну, во-первых, если переполнение видно уже на этапе компиляции, то компилятор просто не даст вам этого сделать. Давайте посмотрим вот на эти примеры, которые я подготовил. В первой строке я пытаюсь присвоить переменной типа byte число 256. Компилятор сразу видит, что это число выходит за границы диапазона типа byte и выдает ошибку constant value 256 cannot be converted to a byte. В следующей строке я уже пытаюсь присвоить переменной типа байта сумму двух числовых литералов. Компилятор умеет производить арифметические операции с числовыми литералами, поэтому он сразу вычисляет сумму и опять видит, что она выходит за границы диапазона, и опять выдает нам ту же ошибку. Ну и вот здесь похожий пример, но у меня одно из чисел вынесено в константу. Компилятор все так же умеет выполнять арифметические операции с константами, а поэтому он сразу видит переполнение и выдает нам ошибку. Но если в арифметической операции используется переменная, то компилятор это уже не отловит и произойдет переполнение на этапе выполнения программы. Давайте раскомментируем следующий пример. Здесь все то же самое, что и вот в этом примере, но у меня число вынесено не в константу, а в переменную. И мы все так же получаем ошибку компиляции, но смотрите, она теперь другая. Компилятор просто не может преобразовать тип int в byte. Дописываем явное преобразование. И теперь наша ошибка исчезает. И давайте запустим и посмотрим, что же выведется. Это я закомментирую, чтобы мы могли запустить программу. И, возможно, вы уже догадались, что из-за переполнения мы не увидим здесь число 256, а увидим 0. Запускаем. И да, видим в консоли нолик. Также будет компилироваться даже банальный инкремент. Давайте посмотрим на следующий пример. Я его раскомментирую. Здесь я объявляю переменную типа byte и присваиваю ей число 255, а на следующей строке просто инкрементирую ее. Как видим, все компилируется без проблем. И если мы запустим, мы точно так же увидим в консоли нолик. Возможно, вас напугала такая арифметика, но на самом деле бояться переполнения не стоит. За весь свой опыт можно по пальцам пересчитать, сколько раз я сталкивался с переполнением. Как я уже говорил, основные типы, которые используются на практике, это int и long, а их не так просто переполнить. Но если в каком-то месте программы вы понимаете, что возможно переполнение, то в C# есть механизм, чтобы отловить его. Как видим из примеров выше, по умолчанию при переполнении никакой ошибки не происходит. Оно как бы просто съедается, и программа продолжает выполняться дальше. В большинстве случаев это поведение приведет к непредсказуемым результатам при дальнейшем выполнении программы. Поэтому его можно изменить с помощью специального оператора C#, который называется checked. Давайте применим данный оператор к нашей переменной overflow1. Это я скопирую, это нам еще пригодится. И делается это вот таким образом. Просто пишем checked и оборачиваем выражение в скобки. И теперь, если мы запустим, смотрите, что произойдет. Запускаю. И теперь мы видим System Overflow Exception в строке 50. Это как раз та строка, вот она, в которой мы применили наш оператор. Обработку ошибок мы с вами еще не проходили, но вкратце могу сказать, что мы можем эту ошибку поймать и как-то ее обработать.
Ну, например, если мы принимаем какое-то число от пользователя, и он ввел слишком большое число, которое привело к переполнению, то мы можем поймать вот эту ошибку и вывести пользователю какое-то сообщение, что он ввел число, выходящее за рамки диапазона. То есть теперь наша программа не съедает наше переполнение, которое почти наверняка бы привело к совершенно непредсказуемым результатам в программе, а дает нам о нем знать, выбрасывая исключения. А мы уже можем решить, как это исключение обработать. Кстати, оператор checked может находиться только справа от знака присваивания, а, например, инкремент вообще не содержит знака присваивания. То есть, если я попробую написать вот так, то я получу ошибку компиляции. И вы спросите, а как же тогда быть? В C# для этого существует еще одноименное блочное выражение, с помощью которого мы можем оборачивать целые блоки кода. И выглядеть это будет вот так. Checked. И помещаю вот это вот сюда. И вот эта конструкция уже сработает. И теоретически можем поместить сюда сколько угодно строк, и все они будут проверяться на переполнение. У вас может возникнуть вопрос, а почему это не включено по умолчанию, и все переполнения не выбрасывают ошибку? Ответ тут прост. Данная конструкция негативно влияет на производительность арифметических операций. Если ее включить глобально, то каждая арифметическая операция будет за кулисами проверяться на переполнение, а это замедляет нашу программу. Так как я уже сказал, переполнение это на самом деле довольно редкая проблема, то по умолчанию эта опция отключена, и это оставлено на откуп разработчику. То есть, если вы подозреваете, что в каком-то месте программы у вас возможно переполнение, то вы точечно можете эту опцию включить с помощью оператора или блочного выражения checked. Но, тем не менее, возможность включения этой опции глобально все же существует. Давайте я вам покажу, как это можно сделать. Единственное, нам сначала нужно убрать все явные проверки переполнения, чтобы наша программа не выбрасывала ошибок, а выполнялась до конца. То есть это я верну обратно, это закомментирую и сделаю то же самое здесь. Проверяем. И да, теперь наша программа не выбрасывает ошибок, и мы видим наши нолики в консоли. Теперь идем в файл проекта, Properties, Build, здесь Advanced, и вот оно, Check for Arithmetic Overflow. Включаем, сохраняем, запускаем. И теперь видим, что наша программа опять выбрасывает ошибку, всю ту же ошибку System Overflow Exception. Но теперь мы даже не видим нашего числа 44 в консоли. Если мы присмотримся, то мы увидим, что ошибка произошла в строке 6. А что у нас было в строке 6? Верно, в строке 6 мы присваивали нашей переменной байт число 300, которое как раз приводило к переполнению. И теперь в этом месте наша программа выбрасывает ошибку. Теперь у вас может возникнуть вопрос, а что если я включил эту опцию глобально, но в некоторых местах мне все же нужно пропустить переполнение? Для этого в C# существует обратный оператор, а также блочное выражение unchecked. И давайте его применим к нашей 6 строке. Просто пишем здесь unchecked, запускаем. Видим всю ту же ошибку, но теперь мы еще видим наше число 44 в консоли. Если мы присмотримся, то ошибка теперь произошла в строке 49. А что у нас было в строке 49? Верно, в строке 49 мы объявляли нашу переменную overflow1. И теперь переполнение в строке 6 игнорируется, а в строке 49 как раз срабатывает наша глобальная проверка переполнений. Кстати, для типов с плавающей точкой, float и double, переполнение как таковое не характерно. В худшем случае вы получите плюс или минус бесконечность. В стандарте IEEE 754 предусмотрено несколько специальных значений, например, таких как минус бесконечность, плюс бесконечность и nen, что расшифровывается как not a number, то есть не число. Если мы переполнимся в положительную сторону, то получим плюс бесконечность, а если в отрицательную, то минус бесконечность. Также бесконечность можно еще получить при делении на 0. А если мы поделим целое число на 0, то мы получим ошибку, а если дробное, то бесконечность. Nen можно получить, если, например, поделить 0 на 0. Как помним, в математике это неопределенность. Давайте на все это быстренько посмотрим. Я подготовил несколько примеров. Давайте раскомментируем первый. Здесь я беру максимальное значение типа float и умножаю его на 2. Чтобы получить максимальное значение, я просто могу обратиться к константе max_value, которая содержится в типе float. Давайте попробуем запустить. Единственное, нам надо отключить глобальную проверку переполнения, иначе просто наша программа не дойдет до этой строки. Я просто пойду в текстовую версию файлика проекта и удалю вот эти строки. Сохраняю. Теперь запускаем. И видим в консоли знак бесконечности. Если бы мы использовали min_value, то мы бы получили минус бесконечность. Если мы поделим какое-либо дробное число на 0, то получим бесконечность, как в математике. А если поделим 0 на 0, то получим nen. Давайте на это посмотрим. Я раскомментирую вот эти два примера.
А здесь я сначала делю 5 на 0, а потом делю 0 на 0. Запускаем. И видим в консоли бесконечность и не число. Но я неспроста сказал в самом начале, что только дробное число. Если оба операнда будут целочисленные, то мы уже получим не бесконечность, а ошибку. Вот смотрите, давайте раскомментируем вот эту строку. Вот я пытаюсь поделить 5 на 0, но 5 у нас уже целое число, и в таком случае компилятор даже не даст нам этого сделать, потому что он уже видит целочисленное деление на 0. Но если у нас 0 будет в переменной, как обычно и бывает на практике, и мы попытаемся на эту переменную поделить, то компилятор это уже не отловит, и мы получим ошибку на этапе выполнения. Вот у меня тут заготовлена переменная zero, и я заменяю вот здесь. Теперь видим, что все компилируется, запускаем, и видим ошибку System Divide by Zero Exception. То есть вот такое отличие в поведении дробных и целых чисел при делении на 0. Кстати, как я уже говорил, тип decimal ближе к целым типам, чем к типам с плавающей точкой. Поэтому переполнение для него будет происходить точно так же, как и для целых типов. Но в отличие от целых типов, при переполнении типа decimal, TLR всегда выбрасывает исключение System Overflow Exception, даже если глобальная опция проверки переполнения не включена. То есть для типа decimal не нужно явно писать checked, он всегда применяется по умолчанию. Давайте еще мельком взглянем на члены, которые содержат числовые типы. Мы даже уже использовали некоторые из типа float. Во-первых, все числовые типы содержат константы с минимальным и максимальным значением своего диапазона. И они так и называются min value и max value. Например, давайте посмотрим на них для типа int. Я вот это раскомментирую. И здесь пишем int.max. И вот он наш max value. И то же самое можем сделать для min value. int.min. Наш min value. Запускаем. Да, единственное, нам нужно убрать наше деление на 0. Запускаем. И теперь видим нижнюю, вернее, это верхняя граница диапазона, а это нижняя граница диапазона типа int. Также числовые типы содержат различные методы, в основном это арифметические операции, они заимствованы из класса math, но можно экспериментировать с ними и здесь. Например, мы можем проверить число на четность. Пишем is even integer, и давайте проверим число 10 на четность. Запускаем. И видим, что число 10 четное. Или можем взять, например, число по модулю int, absolute. И если передадим минус 5, то получим абсолютное значение этого числа 5. Ну и много-много других. Например, числа с плавающей точкой содержат константы p и e. Давайте их даже выведем. Double p, тут double e. И также вот эти специальные значения, про которые мы уже говорили. Например, double. И тут мы видим negative infinity. И давайте их выведем. И вот мы видим наше число π, число e и минус бесконечность. Еще один метод, который стоит упомянуть отдельно и который будет нам очень полезен в будущем, это метод parse. Он присутствует во всех числовых типах и предназначен для получения числа из строки. То есть на вход методу мы передаем число в виде строки, а на выходе получаем число соответствующего типа. И давайте я раскомментирую вот этот код. И здесь в первой строке мы вызываем этот метод на типе int и передаем ему целое число 25. А на второй строке мы вызываем этот метод на типе double и передаем ему уже дробное число 5,8. Обратите внимание, что это именно строки, потому что заключены в двойные кавычки. Если вдруг не удастся сконвертировать строку в число, то будет выброшена ошибка. Давайте я раскомментирую вот этот пример, чтобы вам это продемонстрировать. То есть здесь мы передаем методу parse строку hello. Так как из этой строки невозможно получить число, то метод parse выбросит ошибку. Давайте это проверим. Запускаем. И вот мы видим ошибку System Format Exception. Ее можно обработать, а можно использовать метод try_parse. Вот мы можем видеть его в IntelliSense. Он уже не выбрасывает ошибку, а возвращает true, если удалось получить число из строки, и false в обратном случае. Единственное, он использует out параметры, которые мы с вами еще не проходили. Поэтому мы будем рассматривать его позже. На первых порах нам вполне достаточно метода parse. Я это закомментирую обратно, чтобы наша программа не завершалась ошибкой. Когда это может быть нужно? На самом деле довольно часто. Дело в том, что все, что вводится пользователем в консоли или в каком-то текстовом поле десктоп-приложения, это строки. Например, в консоли для ввода данных служит метод readLine, то есть читать строку. Мы уже с ним сталкивались на начальных уроках. Работает он довольно просто. Программа останавливается в строке, где вызывается метод readLine, и ждет ввода пользователя. Мы можем ввести данные с клавиатуры и нажать клавишу Enter. После этого программа запишет введенные данные в соответствующую переменную и продолжит выполнение. Давайте попробуем. У меня тут заготовлен вот такой пример.
В первой строке я вывожу в консоль запрос на ввод числа с помощью метода write. В следующей строке я считываю это число в переменную number и просто ввожу ее в консоль. Давайте проверим, как это работает. Запускаем. Вот программа просит ввести меня число. Ввожу, например, 17. И мы видим в консоли 17. Заметьте, что несмотря на то, что я прошу ввести число, пользователь может ввести все, что угодно. Давайте запустим еще раз и введем какую-нибудь произвольную строку. Вот программа просит ввести мне число, а я ввожу ей hello. И мы видим hello в консоли. Фактически это значит, что с консоли считывается всегда именно строка, несмотря на то, что мы ожидаем число. Дело в том, что метод readline возвращает именно строку. Смотрите, я неспроста здесь написал var. Но давайте наведем на нашу переменную и посмотрим, какой же реально тип она имеет. И мы видим, что наша переменная имеет тип string. И если мы наведем на метод readline, мы также увидим, что он возвращает string. И это логично, потому что пользователь может ввести любую строку, несмотря на то, что мы просим ввести его число. И давайте даже сменим var на string, чтобы видеть типизацию явно. Теперь давайте предположим, что я хочу произвести с введенным числом какую-то арифметическую операцию, например, умножить на 2. Если я попробую сделать это с исходной переменной, то получу ошибку, потому что она имеет тип string. Вот смотрите, если я раскомментирую вот эту строку, то я получаю ошибку компиляции. Operator умножить cannot be applied to operands of type string and int. То есть компилятор нам говорит, что мы пытаемся перемножить строку с числом, что запрещено. То есть прежде чем выполнять какие-то арифметические операции с введенным числом или передавать его в какие-то математические функции, мы должны сначала привести его к числовому типу. Здесь-то как раз нам и пригодится наш метод parse. И давайте это сделаем. Это я переименую в number str, чтобы обозначить, что это строка. А здесь просто напишу int number равняется int.parse и сюда передам number str. И теперь я уже могу выполнять любые арифметические операции с этим числом. Я просто заменяю здесь на number, и теперь у меня все компилируется. И также мы можем передавать это число в какие-либо математические функции. Например, давайте проверим, является ли это число положительным. Пишем bool is positive равно int.is positive и передаем сюда наш number. И как видим, все компилируется без проблем. И это не единственный вариант преобразования строки в число. Например, это также можно сделать с помощью класса convert. Класс convert служит специально для преобразования данных из одного типа в другой. Давайте я вот это закомментирую. Здесь напишу convert to int32 и передам туда наш number str. Мы должны помнить из урока по типам данных, что int32 это и есть наш int. И у нас все по-прежнему работает. На самом деле за кулисами данный метод все равно использует int parse. И мы можем даже это проверить. Давайте перейдем в наш метод. И вот он наш вызов int parse. Класс convert содержит довольно много различных методов преобразования одного типа в другой. Вы можете поэкспериментировать с ним самостоятельно. В принципе, это все, что я хотел рассказать на данном уроке. Домашнее задание для данного урока вы, как обычно, найдете в соответствующем репозитории на GitHub. Ссылка будет в описании. На следующем уроке мы с вами рассмотрим побитовые операции. И если вам понравился данный урок, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Также хочу напомнить, что доступ к коду уроков, ответам на домашние задания, а также к телеграм-каналу, где можно задавать вопросы, вы можете получить по подписке на Boosty. Ссылка также будет в описании. А у меня на этом все. Всем пока и жду вас на следующем уроке.